Ага, ну да. Ну, окей. Сразу начнем. Twitch Drops. Что может упасть интересно без Twitch Drops вообще? Подробности. А. Блин, как же ярко. О, окей. Ну, пойдет. А. Хотя, наверное, блин, геймпад подрубить бы. Оп. Вот. Ага. Так. Да. Окей. Окей. Так, помнится, меня убили, я потерял очень много бусин. Просто овер до хера. Ну да, на геймпаде играть намного лучше. Это точно. Так, тут мы убили одного босса. Угу. Муравьиные земли.
Блин. Так, нам туда не надо. Там я уже все брал. Да. Твою-то мать! Одна. Я забыл про эту сраную ловушку. Да, ребята. Это будет тяжко. Семь. Ладненько. Картография. Фу, Бакалов. В моем племени этим ремеслом никого не удивить. Во время странствий крайне важно сохранять остроту ума. Составление карт пещер, запоминание маршрута своих странствий, понимание того, где именно ты находишься. Увлекательное занятие для ума воина. Прискорбно, что моя великая наставница так этому не научилась. Ее талант теряться. Он меня почти восхищает.
Погоди-ка. Лол, у меня же есть такая тема. Вышка. Ты приобрела последнюю из карт, что у меня были. Постарайся выжить в своих странствиях, и тогда при следующей встрече я смогу предложить тебе новый товар. Костяк. А я где нахожусь-то? Вообще непонятно. Скорее всего, где-то... Блин, это что такое было? Нихера себе. Жесткий, черт побери. Блять! Сука, эти ловушки. А куда? А чё? А как быть-то? Да вы прикалываетесь, что ли? А, шалеть. Вау. Да. Эти ловушки, причем наносят не один урон, а 3 или 2. Они почти ваншотные. Сколько у меня было хп? 2? Да боже. Так, а почему на карте не показывается, где я? Карта и перо. Путь охотника. Шелковые сердца. Я забыл, кому это отдать надо было. Так, отнести к стене желание. Блин, давайте отнесу, наверное. Стена желаний. Так. Наверх.
Блин, как же хорошо с картой. О, окей. Я, кажется, тут много чего не смотрел. Вот это прыжок. Упс. Угу. Понял. Так, хорошо. Желание исполнено. Четкие ожерелья. Понял. Сака. Здоровяк. Ну что не говорит, прям симпатичная игра, конечно. Блин, вот видно, что я могу там как-то наверх пойти где-то. Это мне вот здесь как-то. Вот это вот странное место. Короче, когда я научусь, наверное, от стены отталкиваться, только тогда я смогу туда подняться. Но как-то бы отметить это дело на карте, не? Ага. Так. Вот тут поставим метку. Вот тут. И вот тут. Все. Путь
Путь охотника чисто душнота. Тут мы все в мшистом гроте обошли. Тут дверь какая-то. Окей. Так, и вот здесь, наверху. А. Ладно. Но путь охотника — это прям наш первый серьезный челлендж в этой игре. Или, скорее всего, просто челлендж, а серьезный челлендж пойдут потом уже. Да, ёб твою мать. Надо привыкать к этому мувменту. Да что ты будешь делать? Так, короче, внимательно смотрим на ловушки. Ах ты, блядь.
А, блядь. Вау. Что? Он умер? Так, а что делать с ловушками? А! Охереть. Так. Вау. Скамейку, пожалуйста. Пощада, блин. Может, наверх пойти? Падла ёбаная! Так, погоди-ка. Да, ё-моё. Так. Так. Оп, оп. Ой. Ха. Вот тебе на, какое позорище обнаружено, несмотря на мою безупречную маскировку. Что меня выдало? В чем был просчет? Что-то ведь явно меня подвело. В целом ничто, юная особа. Твоя маскировка почти была безупречной. Просто я живу на свете. Уже долго и всегда была наблюдательна. Фу, тогда буду уповать на то, что здешние твари не такие зоркие. Если меня заметят или сожрут, моя работа сильно осложнится.
Magina Fora. Эти поля таят в себе опасность. Юные особо не годятся для праздных прогулок. Что за дело привело тебя сюда? У меня опасное задание. Крайне важное. Выполняя последний завет отца и изучайте дикие пещеры. Эти поля все еще демонстрируют признаки жизни и роста, в то время как окрестные земли обращаются в прах. Здесь царит особая жаркая гармония, недостижимая в серых пустошах наверху и иссохшем костяке по соседству. Со временем, проведя нужные исследования, я раскрою ее секрет. Взгляни на эту древнюю статую. Я долго размышляла о том, какие тайны она может хранить. Лапы, что работали над ней, сделали ее гораздо изящнее прочих деяний, что встречаются в этих пещерах. Интересно, кем она была, что ее увековечивали столь изысканным образом? Венера. Обликом своим она напоминает танцовщицу, и мастерство видителя поистине изумительное. Похоже, эти муравьи многое умели, прежде чем наваждение проникло в их панцири и умы. Было приятно побеседовать с тобой, но мне нужно возвращаться к наблюдениям. Постарайся, пожалуйста, не оставлять слишком заметных следов, когда будешь уходить. Окей. Ну да, она незаметна. О, скамеечка. Блять! Не знаю, зачем я второй раз сел. Я подумал, все, ловушка дезактивирована. Но нет, она, оказывается, сама взводится. Боже, как же я далеко заебанулся, пиздец. Это пиздец. Да. А что тут наверху было? Какой громкий чё?
Вот бы меч покруче. Блин, наверх взбираться. Да, блин. Любопытно. О. И ничего, да? Блин. Ну ладно. Где-то я. А,
дерьмо, ёбаный в рот. Так. Ветхие четки. Неплохо. А самому нарисовать эти места никак. Ладно, тут уже скамейка есть. Да, да, пожалуйста, да. Ё-моё. Эх. Так. Угу. А, понял. О, как. Интересненько. Ну... Как будто бы это место надо до конца осмотреть. Вот почему нет похожих игр, как это с участием покемонов, их же тысячи. Немного не понял, ну ладно. Привет, Вик. Ну, покемоны срисованы с жуков. Ну, вообще, животного мира и так далее, наверное. Так. Коварная ловушка, конечно, я не знаю. Тогда чё? Мне, наверное, тогда вниз надо пойти. Я туда наверх пойти никак не могу, как будто бы. Акробатика женщины-жука. Женщина. Жука. Женщина.
Женщине. Жестко его там. Так. Идем налево смотреть, чё кого. Ну, примерно Забавно прозвучало. Да. Женщине. Акробатика женщины-жука, акробатика женщины-жука, акробатика женщины-жука. Женщине. Так. Окей, пошли сюда. Женщина-жука. Женщина-жука. Опа. Дождь далеко земли. Мы, оставшиеся, так долго ждали. Скажи же нашу... Свяжи же нашу силу со своей, верни будущее нашему измученному королевству. Женщины-импок. Окей. Быстрый шаг. Удерживая R2. Рывок вперед, головокружительная скорость за пределами своих возможностей преследования жертвы и прыжки на огромное расстояние. Обалдеть. Наконец-то! Все, суки. Но теперь мы заживем. Ух ты, блядь! Интересно. Так, а это мы... Чего? О, найс. Рад тебя видеть. Дитя, носящее иглу. Что ты думаешь об этой Анимация огромной одежды, тонущей оказывается, конструкции? похожа на юбку Ваниме, только заметил. Масштабность всего этого меня поражает. Если это лишь форпост цитадели, что возвышается над нами, ее столица должна быть просто невообразимо огромной. Ёккала, возможно, так и есть. Должно быть, для них была очень ценна выполняемая работа, раз они построили такое огромное сооружение в столь опасном месте. Ты приобрела последнюю из карт, что у меня были. Постарайся выжить в своих странствиях, и тогда при следующей встрече я смогу предложить тебе новый товар. Давай. Ага. Вот.
Ха. Эйра! Прикольно. О! Секрет. Секрет. Твою мать. Фрэнк! Ясно. Так, пошли отсюда тогда. Хм. Кто-то поет. Хо. Какая жалость. Паучок выбыл из своей клетки. Такой беспомощный, такой слабый, бедная кровь. Откуда она знает, что мы выпали из клетки? Я могу спасти тебя, паучок, от всех бед, с которыми ты столкнешься наверху, от всех страданий. Это совсем не сложно. Я просто проткну тебя здесь и сейчас, погасив эту мерцающую искру жизни. Твои угрозы пустой звук, дитя. Если ты мой враг, замолкни, обнажи клинок и сражайся. Какая прелесть, ты уже мне нравишься. Ах ты, блядь. Ха-ха-ха. Как тебе лава, тварь? Ох ты, нихуя. Изи! Убежала. Фарломское приветствие. Победите Лейс в глубоких доках. Лейс. Она что, Чипсина? Круто. А. Дальние поля.
Danny Frank. Шакрава, похоже, чувствует себя в этих диких землях как дома. Пашанка, в этих выжженных полях немало троп и возможности сразиться, прыгнуть на краснопанцирных с высоты или встретиться с ними лицом к лицу, держа кольца наготове. Такие решения наполняют жизнь смыслом. Я весьма удивлена тому, что мягкотелым пилигримам удалось благополучно пробраться через это жестокое выжженное место. Ага, ща. Ну, 120 многовато. Сейчас подойду. Охранный колокольчик. Интересно. Нихуя все взрывается. Ебать, взрыв-то, ёб твою мать, прям вообще ни разу не слабые. Так, ладно. Ебать. Ну там немного, по-моему, я потерял. Ну, в плане бусин. 30 бусин, все. Ах ты, блядь. Да. Воу. Если хотите на колу заработать бусины, то скажите, я буду доступен в течение дня. Фрэнк! Да. Ну, спасибо за предложение.
Боже, че это туплю-то? Удерживать надо. Ошалеть, я не понял. А сейчас как понял. Окей. Так. Оказывается, я так бегать могу. Вообще прикол. Блин, как же мне не хватает карты. Этих нет. Что-то трясется. О-о-о.
Все, спасли одну бложку. Кайф. А что предлагаешь? Что предлагаешь? Так, все зависит от предложения. Ты мне? Да. Ну, тут только мы вдвоем, по-моему. Friend. Какой жанр хотите сыграть? Пошаговая, реал А, или ритм да игра? не, я с Хилдсонг играю. Так, Пилигрим, крепко храня веру в сердце, ты смог пройти долгий путь. Сей стан дарует краткий приют тем, кто поправлен. О, сестра, мой измученный панцирь вот треснет, мой голос слабеет, я почти не могу петь. Несве. Боюсь, дальнейший путь будет не легче, сударыня. Если вы не можете отказаться от своего паломничества, вам нужно хотя бы хорошенько отдохнуть перед тем, как снова отправляться в путь. Но нечисть ходит за нами по пятам, сестра. Если отдыхать слишком долго, он настигнет нас. Так в песнях поется. Я так устала, но задержится тут надолго сродни святотатству. Окей. Давай. Вход стоит денег, но ничего себе. Решили дать отдых измученному телу? Да пойдем к ну краю хорошо, я зрителя. ты думал, вы решились испытать силы на сложные игры. Да, эта игра тоже не такая уж и простая. Не стоит забывать о своих возможностях. конечно. Я весьма удивлена, что кто-то сумел подняться настолько высоко без надежного оружия в лапах. Воистину так. Нам повезло сюда добраться. Да, мы гораздо удачливее многих, но, быть может, везение или невезение зависит лишь от веры. Что ж, пока мы отдыхаем, не желаете ли мне что-нибудь приобрести? Если у вас найдутся бусины, я с благодарностью их приму. Но я про короткие игры. Да нет. Святая нож, помогающая держать равновесие. Бьешь ли ты сам или бьют тебя, ты всегда остаешься на месте. Сумка с инструментами. Это ваш мешочек. Приложив малость усилий из обрезков, что у меня остались, я могу смастерить для него несколько дополнительных карманов, дабы вы могли брать с собой в странствие больше осколков и инструментов. Это будет весьма... это я возьму. Подожди, это я возьму. Эту игру не играл, поэтому не знаю, как с ней работать. Да никак, просто смотри. Так, ну шо. У меня есть... Подожди-ка, а чё я взял? Вместимость сумки. Ну?
Так, я что-то немного не понял вообще, как это. Простая сумка для хранения инструментов, ловушек и материалов для работы. Ну так. Вот слот, вот слот, вот слот. А эти слоты куда? Да, зря купил, получается. Черт побери. О. Блин, что-то ломится. Так, вот что у нас. Там, видимо, я крюком смогу подтягиваться. Вспомнить бы, где я тут был вообще. Нормально. Тир какой-то. О, нихера. Кайф. Ха-ха. Нифига, я далеко ушел. Так. Ну ладно.
А. Ой. Friend. Yes, Goraloth. Так, карта. Herka. Ты прервал последнюю из карт, что у меня были. Постарайся выжить в своих странствиях. Окей. О, найс. Так. Так. Yes, Cano. Yes, Угу. Тогда просто спускаемся вниз. О, нихера здоровый. Хер какой-то. Тут гарпун нужен. Ха. О. Окей. Так. Ох, да, ты просто загляденье. Нет, не говори ничего. Ты страннее всех, кого я когда-либо встречала. Твоя стать, твой облик, тебя преследуют, гонят. Для цитадели ты бы стала очень ценным трофеем. Янара. Все так, как вы сказали, сударыня. Жуки в вуалях затащили меня на ваши земли. Теперь я ищу их, дабы получить ответы. Ха, еще и свирепая. Времена нынче мрачные, но могучая скиталица вроде тебя может много изменить. Ну что ж, к сей святой касте я любви не питаю, а страдания королевства причиняют мне беспокойство. Если жаждешь поквитаться, может, я смогу тебе помочь? Если хочешь подняться в этих низинных полей выше, придется взлететь. К счастью, я именно та, кто может тебе с этим помочь. Отправляйся к пещерам за моим жилищем. У тамошних жуков чудесные шипы, гибкие, но прочные. Собери их шипы и принеси мне. Я быстренько переделаю твой старый плащ так, чтобы он позволил тебе держаться в воздухе. Да? Найс. Умный выбор. Отправляйся собирать шипы, и лучше с этим не затягивай. Твоя компания мне, конечно, приятна, но если ты задержишься тут надолго, жуки из цитадели обратят свои взоры на меня. Нихера себе. Сердцевина шипа. Вот эти. Черт. Теперь у меня 500 ресурсов может быть с собой. Ну сумка с инструментами, значит, прикольно. Окей.
Ага. О, желание обновлено. Кайф. Блин, левел дизайн вообще шикарный. Я даже не понял, что я вернулся обратно. Что ж, замечательно. Судя по тому, как гремит твой плащ, охота была удачной. Если бы соизволишь дать мне шипы, я точно же приступлю к работе. Отлично. Прекрасно, это должно быть более чем достаточно. Теперь подожди немного и вскоре сможешь воспарить над этими низинами, отправившись дальше. О. Плащ бродяги. Прикольно. Прекрасная работа, швея. Ваши доработки значительно мне помогут. Пользуйся на здоровье, дорогая. Мне редко представляется возможность попрактиковаться в столь тонком шитье. К тому же воин вроде тебя сможет по достоинству оценить мои дополнения. Лети дальше, скиталец, и постарайся остаться в живых. Мне бы не хотелось, чтобы мой тяжелый труд пошел на смарку. Прикольно. И еще кое-что, дорогая, пока ты не умчалась. Не хочу, конечно, портить сюрприз, но любопытство все же побуждает меня спросить. Отчего не преследуют тебя эти жуки из цитадели? Не могу сказать наверняка, но у меня есть сильное подозрение, что они охотятся на меня из-за моей природы, из-за шелка, который производит мой панцирь. Да, это несомненно так. В Фарлме твой талант и способность направлять свою душу в нить весьма редок и безмерно ценен. Связь между душой и шелком неразрывна. В Фарлме этот навык практически утрачен. Им владели древние ткачи, но их давно уже нет на этом свете. В этом королевстве есть еще некто, разделяющий мою природу, по крайней мере отчасти. Я видела шелк, похожий на мой. Он опутывает панцири тех, кто путешествует по дорогам. Я видел, как он обволакивает их, полностью владевая ими. В этой нити ощущается боль, которая, похоже, исходит откуда-то сверху, из цитадели. А у тебя зоркий глаз. Это цитадель. Все дороги ведут к ней. И все ждут тебя там. Как и долгий подъем наверх, милая. Итак, тебе, пожалуй, пора. Твой стиль, твой шелк, безусловно, великолепно. Но если ты задержишься слишком надолго, то создашь мне много проблем.
А, прикольно. Хе-хе-хе. Так, надо научиться. Ага. Круто. Так. Окей. О, бред, Стафею, здорово. Ага. Тут гарпун. Там дом какой-то. Блин. Ублюдок, а.
М. Кстати. Фрэнк! Так, короче, тут меня вроде бы больше ничего не держит. Хотя... Костяной свиток. Примитивный дневник из потрепанной ткани и костей, который принадлежал павшему мужику. Артефакт из далекого прошлого Фарлман, который может заинтересовать собирателей древности. Так, кстати, я такого пока еще не встречал. Ну, собирателя древности имеется в виду. Хоп, 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 хоп. Вау. Я Николас Кейдж. Охуенный бабочка. Привет, Вован. Я Николас Кейдж. Ай, блядь.
я еблан! Ой, я еблан! Как это получилось вообще? Где ждали? Да. Easy. First try, motherfucker. Слуга. Победите 4-й форум. Найс. Ура, ура. Ладно. Ну ладно. Не, ну это же гениально. Стартовать без уклонения. Но что-то дохуя тяжко, я бы сказал. Но зато как же сейчас мне охуенно. С этими дэшами и так далее. Но это не то, чтобы прям дэш. Это прям, ну вот с дэшем открывается спринт этот. Вот такой вот мувмент. Вот так вот ты можешь сделать. В воздухе вот так можешь сделать. Ну вообще красота. И вот так теперь можно. Короче, прям целый этот. Целая история. А, там, видимо, отталкивание от стены должно быть, требуется. Ну ты чё, ёпт? Так, ну... Можно пойти... Давай-ка... В глубокие доки пойдем. Так, что тут у нас? А, сука! Спят на посту. Не до конца понимаю, что от меня хотят в этой комнате. Ну тут как будто бы просто.
челиксы и все. Что происходит? Ну что происходит? Ну пока по сюжету ничего особенного. Встретил всяких разных людей, ну жуков точнее. Они мне дали всякие разные еще тоже штуки. И как-то так. А, хотя был один приметный типа босс-файт. Какая-то ловкая падла была, которая тоже с First Try убил. Как ее звали? Лол встречается с жуками. Но какая-то бабеха была, у нее имя такое забавное было. Типа Киста или что-то в этом роде. Я не помню, как ее звали. Потому что победил я ее быстро. А! О, подгорел. Ничего себе, он в пепел обратился. Какие-то непонятные твари всякие. Парень проходил. Нет. В Атори вообще не проходил ни разу. Вот все хочу и думаю, начать бы. А, вот этот чел по огню ходит. Да ладно. Но... Хотя вот я прям, как мне кажется, должен прям в нее поиграть. Многие хвалят Ори. И вторая часть у нее есть. Путь охотника. Орел несложнее жуков показалось сильно так. А, да? Предима. Ай, блядь. Фу. Так. Да игра как игра. Красиво. Музон приятный. Надо бы глянуть. Блин, у нее мувмент такой охуенный. Ну, в плане, как это нарисовано и так далее. Это анимация, пиздец, заебись. Вот эти кувырки охуенные. В плане не драка, а платформинга. Там есть локи, да на лягуши хрен пройдешь. В плане не драка, а платформинга. Там есть локи, блин, а-ля Боши. Понял. Да. Ну, в каждой такой игре, где вид сбоку. Что? А почему это слово... Вот карту там мудак какой-то рисовал. Знаешь, какое слово было запрещено? Меня забанили со стороны Пентагона. Знаешь, какое слово? Торисовал, а не Торисов. Почему-то. Чё, блядь? Почему это слово как забаненное? Давай-ка вот так вот сделаем. Хуйня какая-то. Так, вот тут, кстати, да. Было близко. Да блять.
Как же я тупо умер, боже. Ща я вернусь, им пизды дам. Да. Лол, в чате только мадиры. Да. Да блин, почему? Если все мадиры, то никто не мудер. Ебаный рот. Фраза злодей из комиксов Лал. Надо теперь гигамодера над мудерами ставить. Ну, гигамодер это я. Все уже давно придумано. А, это ж было в суперсемейке вроде. Да, что-то такое было. Нихера там. Колдочки. Ядри там долбёшь. Что происходит? Что происходит? Медальон на память. Уча. Лол. Abataita, modo anai toite, mezashita no wa. Ну что, ты хочешь меня нахер послать? Милости просим, сука, давай. Я тебя тогда тоже нахер пошлю. Ну и чё? Обнимемся вместе, пойдем, да?
Это просто ухахаха была. Я вовсе не похититель трусов. Я защитник справедливости, которому нужны трусики. До сих пор не нашел видео, как Михаил группует опенинг из Наруто. Чё-то интернет расслабился, совсем ни хрена не делает контент нормальный. Я видел. Сейчас подойду. У сына сегодня день рождения было. Тортик разрезали, свечи там были, ну и ходили с сыном в магазин. Чё подарил? А у нас типа вот так теперь. Дома жена там готовит, а я вот с именинником хожу по магазинам. Одежду. И он выбирает себе подарок. Сын купил себе фифу 16 и часы. Ему 9 лет. Умные часы. От Philips'а за 4900 с чем-то там. Короче, такая история. Нормально. То есть он купил такие часы, которые можно отслеживать по GPS-у. Теперь мы всегда знаем, где он находится. В школу голыми холодно ходить. Нормально. Пускай закаляются. Так, пошли. Тут какой-то делбуш. Капелла зверя. Еще одноклассники как-то косо смотрят. Блять, что? Ой, ёб твою мать. Да ёбаный ты рот этого казино. Ой, пошел нахуй! Блядь, какие они гандоны ёбаные! Вьетнам какой-то, я в ахуе, там пиздец ловушек. Ёбаный стыд, эти муравьи такие гандоны, просто в ахуе.
Брат, запомни, одна ошибка. И ты ошибся. Да, блядь. Да, блядь. Это пиздец. Это пиздец. Сурово, просто охереть как. Боже, дай мне сил. А, блядь, я забыл про него! А, я это место в рот ебал просто. Так. А чё он раньше не мог этого сделать, чтобы выбраться оттуда? Сидел просто там. Ему норм была. Привет всем. Здорово, Дагон. Нравится? Да. Блять, ладно. Вот этот босс меня, конечно, прям... Это первый босс, который меня убил вообще, в принципе. До этого всех боссов убивал. А этот босс слишком жирный, блин, и поэтому меня убил. Моя слабость — это жир. Да. Сука, я... Ну... Ну убей меня еще, убей, давай. Тяжко. Так. Хорошо, что ты свою игру релизнул до Сонга. Иначе шансов никаких не было. Чё, как оно? Как продажа игры?
ребята, это ебаный рот. 84 копии. О, хорошо. Весьма недурно. Чё за игра? Пока все встало, виш-листы понемногу пока идут. Ну, жду скидки. Понял, понял. На свою игру. А как это устроено? То есть ты скидки на свою игру делать не можешь? Интересно. Месяц ждать надо. Кулдаун есть. Между скидками. Сорнисток гол for retirement. Как у фирмы игровые кресла норм, кто знает, но чтоб не засток. XD 555, ща глянем. Ах ты, сука, нихуя он... Итнаёлен, как тебе Кронос, Зенудон? Заебись вообще. Я играл 2 часа. Я хочу как-то чередовать эти Нравится игры. пока. Вот эту и Кроноса. Кронос меня что-то прям не вот этой вот всей, ну типа советским этим атмосферкой увлек, а вот реально какой-то вот другой атмосферой своей. Она какая-то уникальная, блять, вообще по-своему. Сюжет забавный, хороший. И как вишенка... Я ждал похожий на Dead Space и получил годноту. Ну да, это по сути как Dead Space. Есть какие-то свои механики, но по факту из-за того, что ты топоты там эти делаешь и каких-то других, ну, механик по типу ворота там нет, то есть ты должен аимить как-то стратегически. Ну, стратегически... Типичная игра от блуберов, которые научились боевку делать случайно после Silent Hill'а. Да. Ну, типа... Стратегически аимить это в плане... что они за предзаказ отдавали медиум, получил на халяву. Не, ну блуберы не такие уж и плохие. Я взял Блэкмун, не тянет нормальный Хронос, играю на руле. Блубер главный плюс, что они в графоне умеют приятно, а так все, что они делают, все симулятор ходьбы. Ну, Кронос прям не сказал бы, что прям симулятор ходьбы. Тварь ебаная, я в ахуе, как ему... Гандон вонючий. Так, ладно, что делать? Но теперь они умеют в симулятор ходьбы и иногда стреляние. Еще и сюжет. Повышение уровня для сорными стак человека LVL7. С повышением уровня, поздравляю. Так. Позволяет собирать больше осколков панциря. Ну, это херня.
сюжет они и так умели бульмень. Оберегает владе... О, вот это имба. Блять, сука! Прикольно, аура появилась. Блять! А гарпуни у них клевый. Дымки всякие фиксы хорошо пользуют освещение. Пойду Хронос продолжу играть. Удачи. Давай, давай, спасибо, что заходил. Надо бы тоже Хронос продолжить. Может, сегодня? Надо чередовать эти игры, чередовать. Я работать собираюсь. Тут проснулся. Ну да. Наверстывать надо. Сказали, все, давай, дай мне комп нужен, ахах. Я полночи еще вчера просидел. Слава богу. Я твою какашку смывал, муха сраная, пиздец. Ну что за вахуй? Ну, хороший босс. Да жесткий, но. Ну в том плане. Ну, сука, ну жесткий. Не сказать, что прям сильно жесткий, ну точнее сложный, но жесткий, вот просто. Ну прикольно с подсиралками. Да, такой. Блять, уёбок. Вот эти типы еще тренируют тебя, пиздец. Не дают нихуя расслабиться. Может, там где поближе сейф спрятан. Да вряд ли. Эти, знаешь, эти муравьи настолько ублюдки, что у них есть одна скамейка с подъебом. То есть ты садишься на эту скамейку. Бежать, как в соуса через полкарты. Но...
Ну там типа шорткат есть. И как бы этого достаточно, видимо, для них. Ну, в их понимании. Короче, есть такая скамейка, где ты садишься, и потом срабатывает щелчок, и тебя бьет топором, короче, ловушечным. Пиздец. Я такой хуйню умер. Да. Так что есть типа скамейки, мимики. Нельзя так. Нервы сердечные людям портить. Да ебаный курок. Нихуя себе! Это такой ебанутый рандом. А, блядь, ебать, ты ебанутый просто. Почему он 2 раза подряд вызвал мобов? Нихуя себе. Вот это да. 2 раза, то есть у него нет какого-то определенного скрипта действий. У него яд из мух. Пиздец, он просто 2 раза подряд вызвал мобов. Я в ахуе нахуй. Сука, он такой массивный еще. Блять, ну каждый раз. Сука. Эпичные бои, так сказать. Да блять. Да блять, а куда я денусь нахуй? Да блять, а куда я денусь нахуй? А куда, блять? А куда нахуй? Куда я высраться должен? Пиздец. Ну, с одной стороны, конечно, тут я должен был сделать удар вниз, в его сторону, тогда я бы отпрыгнул от него и дэшнулся. Блять, пиздец, ну тут надо ебать быстро соображать, что делать-то. Ладно, окей, хорошо. Сука. Эта мразь меня тренирует реально. Ну, серьезно. Что будет потом, я нихуя не представляю. Блять, ебаный в рот! Ты в креслах геймерских не шаришь? Не особо. Мне жена покупала. Что, хочешь купить? Мне надо хотя
хотят подарить мне кресло. А, прикольно. Думаю, уж зон 51 какое. Ну да. Просто брендовое что-то типа. Народная марка типа особый Михаил. Блять, вот почему? Стоят примерно 10-15. Ну, главное, я тебе рекомендую самому походить, посмотреть, посидеть. Ну, реально, посидеть. И там уже делать какие-то выводы. Макс, где посидеть? Я Блять. Ну тогда только отзывам доверять. Мне кресло подарят и стол хочу большой сам себе потом купить, чтобы половина для компа, а вторая там рисовать. И Прикольно. Блять, и как я урон получил? метра 22.5. Это какая-то... Если такой найду, у меня просто идеальное рабочее место есть по длине. Ты охуел, да? Он просто охуел, блядь. Да ты прикалываешься, что ли?
Сколько у него хп, блядь, это пиздец. Повторяй как мантру. Босс норма, я криворукий. Жопа какая. Ну да, типа, вот тут я... Ну, я не понимаю, ну это вообще жестко. Сука. Ну да поддесралок много бегает. Походу ограничений на число мобов там нет вообще. Так сказать, успевая их убивать или делать так, чтобы он их убивал. Нет, он два вызывает, а потом враги перестает. Не, это чистый рандом. Он может вызвать, может не вызвать. Ну, блядь, я просто, блядь, не ту кнопку нажал, нахуй. Я вот, блядь, умение это ебаное копье сделал. Вместо того, чтобы подлечиться. Пиздец. Ну, я там, короче, пиздец. Ты на геймпаде? Да, на геймпаде. На клаве я бы, ну, у меня клава сломанная. То есть, там кнопки отлетают иногда. Тут я бы точно доломал бы свою клаву. И она шумная очень. То есть вот так вот все шумело. Не тут и надо на геймпаде удобнее. Ну конечно, да. Я когда начал играть на геймпаде, я такой, ебать вообще. О-о-о. Меня тут раскрыли путу на всю большую часть. А там и клавы, и геймпад. Покупай тот, что похож на PlayStation-овский. Похож на PlayStation-овский. Не именно PlayStation-овский, а вот похожий типа. Ну, чтобы забиндить, если что-то какие-то там кнопки. Ну, для игры имеется в виду, для разработки. Купи тот, что стоит меньше всего, а как он не нужен по сути. Да какая же ты хуйня? О, пиздец. Тренируемся. Охуенно.
Охуенно. Мне только кнопки жмакать работают или нет тестить. Ну просто такие геймпады намного популярнее, чем дешевое дерьмо. Ну, по типу такого. Вот. Похоже на этот. Ну, это не PlayStation прям, а похоже. Так, там еще 2 раскладейных, коробку и на плойку. Но суть такая, что, ну, это идея, что, ну, ты такой берешь в руки этот геймпад и такой по ощущениям смотришь. А, ну да, вот тут оно было бы лучше, или вот тут хуже, там, и так далее. Ну, очевидные вещи говорю. Ах ты, сука! О, боже. Надо играть сейчас вдумчиво, короче. Думаем. Надо играть вдумчиво. А ты дома поиграл, нет, новый? Не, кстати. Пока нет. Да блять, ну умрите, суки! Просто пиздец. Чё за хуйня? Ёбаный рот. Там просто их стало дохуя. Причем самые неприятные враги, которые вот как он, но, блять, поменьше, нахуй. Летят и дэшиваются в меня. Его сложность в мелких мухах, этих они отбито себя ведут прям. Но они жестко, да. Капелла зверям, блядь.
Но они еще над цветовой гаммой поработали дополнительно. Ай, бля, почему не сработало, нахуй? Я же, анимации сука, эти всё сделал рисованные. это. Сука. Зах, просто за анимациями приятно наблюдать. Тупо на мультик смотришь, анимации. Ну, Ой, блядь, и урон получил. Ой, иди нахуй, а! Да сколько в тебе здоровья, тварь! на тебе немного так много наводится при чарджах не по прямой, если ты рядом с ним к тебе. Круто бегает. Ебануться просто. Ты видел, что я вытворял, блядь? Что я вытворял, нахуй? Чтобы там выжить, чтобы убить его, блядь. Как же я просто...
каждое окно, которое было возможным, чтобы его ударить, я им пользовался. Сучий потрох. Сливался, как лох видел. Да, блядь, да нихуя себе, а тут под конец, конечно, тут, блин, ну, я б на тебя посмотрел. Это пиздец какой-то. Да я в ахуе, ну серьезно. Я сейчас так, ну, реально сконцентрировался, что вообще охереть можно. Но в какой-то момент, ты видел, я вот эту хуйню сделал, блядь, копье. Я мискликнул, я должен был дэшнуться. Но, блядь, просто какая хуйня. Ну тупо ошибка. И я ошибся. Он парируется, когда вниз головой долбится по ходу. Парируется. Ты его станил иногда подлавливал. Но мне казалось, это от того, что я его часто бью. Но тут два варианта, и в этом тайменте есть и от кронах. Да. Ёбаный рот! Ты видел? Хрен поймешь, иногда ощущение есть, что у него при самом начале чарджа, и когда он бьется головой, есть тайминг, чтоб сбить. Не-не-не-не. Дело в частоте ударов. Мне кажется. Ну, да. Умри, блядь! Ебать, какой ебанутый просто. Ублюдок, нахуй. Как же там темп рос просто безумно, нахуй. Не могут норм-боссов сделать сложных. Ничего себе. Связь со знаком зверь. Рвите врагов на части свирепыми ударами, выполняйте связывание, чтобы впасть в дикую ярость и похищать жизненную силу у ваших жертв. Для смены знака откройте экран соответствующего меню во время отдыха на скамейке. Интересно, как это? Вау. Получите свой первый знак. У тестинда, СС.
Подожди, что? Я бью иначе. Так, подожди. А я Венсдей досмотрел новый сезон. Вроде сериала «Аттракцион», но чё-то меня так радует, что первый, что второй. Аттракцион. Так. Ну и роль там Артега прям играет классно. Прям находка для сериала. Нихера себе. Да ладно, ничего себе. Окей. Иной способ хилиться теперь у меня появился. То есть она намного короче. Она быстро такая. И надо бить часто. Окей. Ну как будто бы лучше, но с другой стороны... Хотя нормально. Не, в целом нормально. Меня из последнего по факту только Fallout понравился, и она Fallout просто хороший, добротный, а Венсдей такой прикольный аттракцион. Бля, вот сейчас бы сдохнуть, ага. Ее немного так сделать, да поменьше стать человека, просто выйти совсем хорошо было бы. Надо глянуть, походу. Так, сейчас позырим. Непон. Даже так, что ли? Ну нихуя себе. Подождите-ка вообще. Тут какие-то... Ёбана. Это так работает. Ну там сюжет такой забавный, тут зомби, а вот еще ученый отбитый, а вот тех ада сверху оборотня и культ, вот еще и сидишь такой, ну прикольно. Надо зырить, походу. Все в кашу. Все в кашу. Я потому и говорю аттракцион. Надо зырить, надо зырить.
А тут что-то прям интересно сделано. Короче, есть знаки. Вот один, вот второй. Тут, по сути, я могу открыть два знака. И все. То есть это вот два знака под эти инструменты. Но не под медальона. А тут он универсальный охотниц. Тут, пожалуйста, тебе и инструменты, и медальона. Блин, даже не знаю, что круче. Зверь прикольный. Но тут инструменты и медальон можно носить, поэтому как-то покучерявее, что ли. И сюда, наверное, стоит вставить вот эту штуку, использовать, чтобы поставить магнитовую брошь. Да, так сделаем. Так, ну что ж, я нахожусь вот тут. Блин, с магнитовой брошью намного лучше, конечно. Хотя, что это я? Угу. Все, вот тут может полететь наверх. Так, тут я не было. Ну и там чисто на хайлайты для тиктока. И есть места, прям видно, что делали, чтоб завершилось. Прикольный. О, секрет. Блин, как же я обожаю секреты в этой игре. Ну, блядь, ёбаный вьетнамский пиздец. Одни ловушки вокруг. И это маркетологи шарят, как снимать. Пятнистый скар. Прошу прощения, сударь, хотя я понимаю язык многих жуков, ваша речь даже мне совершенно не знакома. Но кугри. Предмет, который вы собрали, это вещи воина. Не желаете совершить обмен? Ну-ка, ну-ка. Прикол. Вот это надо. Инструменты для использования можно выбрать в меню знак. Да. Ну, просто набор осколков. Окей. Изогнутая острая кость, которую охотник сбивает летающую дичь. Ага, да. Ничего себе. Метательное оружие появилось. Прикольно. Прикольно. Летающая дичь. Летающая дичь. И она тут тоже есть. Тут все летающая дичь многоногая. Но. Все верхние осколки брать не буду. Пускай себе лежат. Авось понадобится потом. Ну, тут дальше уже никак, да?
А тут уже не зеленые все, а пожелтевшие. Так, идем вниз, короче. Вначале прям зелень в самом. Да. А тут рядом какие-то лавовые эти недра. О, видишь. А, бля. Давай с скамейки пойдем. Поставим эти приколдесы. Так. Нихера. Это так работает. Понял, да? Вот для чего осколки нужны. Метательное оружие кинул. Она взяла и смастерила еще из осколков этих. Так, ну окей. Тогда мы идем. Как будто бы направо, точнее налево максимально. В этой игре главное тайминги. Ударил, отошел. God Emperor Уру. Здорово. Ну да. Это мы знаем. Это мы знаем. Нормальненько. Так. У нас тут жук, так сказать, тренировал один здоровенный. Это не для нас, мы по-мужицки до победного бьем кто кого. Да. Мы же не трусы, чтобы отходить. Ну да, мы не белье. Мы не белье. Глубокие доки. Окей. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, и я трусы. Здравствуй, Дмитрий. Рад познакомиться. Хлоп, хлоп, хлоп. О, как. Клуб анонимных трусов. А тут правильное ударение сделала. В ударении нее умеешь, да? То трусы, то трусы. А, ну-ка. Как там Bluetooth, да?
Да. Как там было? Наркоман, да? Чё-то. Вот это я охуенно сделал. Вау, было классно. О, посмотрите, бедные бложки уже начали стекаться сюда, какая прелесть. Мы уже очень многим вам обязаны, повай вам. Нарко, ты вдохновлялся, да? Будет еще больше поводов для благодарности. Прошу продолжать искать наши заблудившиеся товарищи. О, смастерил. Тепло здесь, правда, очень, как бы это лучше сказать, уютно. Но блошиному предводителю вечно не сидится на месте. Думаю, скоро потащит нас в какое-нибудь место гораздо хуже этого. Я на гмошке! Я на гмошке! Посмотри. Так, ну... Звук на донат прямо от них. Я на гмошке! На мошке. Ушка Дмитрий! Ушка Дмитрий. Ушка Дмитрий. Так, ну... Шмульки. Шмулькино. Как будто бы мне да надо... хер, майор. Ладно, я не туда забыл. Это из каламбура же. Че вспомнил. Ну, есть твою мать. Фрэнк! Так точно, хер, майор. Хер майор. А я такое что-то не запоминаю. Эти там немцы были в танке. Да. Так им отбитым. Мне тут прям что-то танк сильно нравился. Как-то он круто выглядел. Дальние поля, глубокий. Да, глубокий дом. Такой танк реально был, это мышка немецкая. Ничего. Ну, в Первой мировой, да. Во Второй мировой такой танк бы разъебали бы просто жестко. Мобильность решала, да, уже во Второй мировой. Вот тут я не был. Так. Да его мало производили, он реально огромный был, усыдичный такой. Так, это эти осколки не трогаю. Ё-моё, это прям индастриал какой-то. По 7-му удару колокола отправить 30 мер, 4 доли дым на камне, 8 долей сладкоплава. Знак преданности для всех работников. Окей. По 9-му удару колокола отправить 20 мер, 2 доли дым на камне, 7 долей сладкоплава. Знак преданности для всех работников.
Блин, нифига себе. Окей. Ударь его в бубен. Ай, блядь. Чинники 5 лет сидели по холмику и грубо это делали. Но... То есть они реально делали. Ну я вижу, это дохуя работы. Блять, я вот реально вижу, это дохуя работы. Никуда не торопились. Да, вообще. Ебать, я их уважаю. Ох, маленький остренький жук. Ты почему мешаешь нам работать? Buenera. Я услышал, что кто-то тут работает, решил взглянуть. Чем вы занимаетесь? Кажется, вы кузнец? Кузнец? Это слишком примитивно. Мы дочери кузни. Ты разве этого не Бабок видишь? с первой части им хватало с лихвой. Но... Да вообще охуеть как же. Я думаю, там они с яхтами. У каждого чуть ли не. Ну, образно говоря. То есть у них так много денег, что в принципе... Да. Наш род древний и уважаемый. Этим докам и окрестным Сейчас землям точно повезло. с яхтами. Но что у них есть столь искусные мастера. Regina Fora. Если вы впрямь столь искусны, не могли бы вы мне помочь? Мне очень недостает привычных инструментов. Полагаю, вы могли бы создать для каждого из них превосходную замену. 5 лямов вышлистов в стиме. Ничего себе. Ой, ебать, какие там продажи, вообще даже не представляю. Речь, несомненно, о клинках и ловушках, мы знаем таких, как ты. Самая ожидаемая игра вообще Стима за все время существования. Ребята в историю вошли. Получается. В своем роде да, но не вполне привычных для ваших земель. Некоторые, вероятно, станут достойным испытанием для вашего мастерства. Тогда мы их изготовим, но ты представишь нам материалы и компенсацию за потраченное время. Они там как в меме сидят, плачут, боксами слезы вытирают. Что ж, прощай, Стив. Так, подожди. Блин, у меня вообще... Нет. Работяга. Они чё, о чем-то говорят еще. Между собой разговаривают, что-то шутят. Смеются еще. Тяжелая дверь, закрытая на цепь с простым навесным замком. Сюда ключ требуется, что ли?
ебануться. Вот это да. Я настолько долго не брился, что у меня волосы на морде уже по 2 сантиметра. Ахах. Ну это еще мало. Да хера не сама борода, а вообще не бритость 2-сантиметровая. Смотри, сгорел. Жестко. Прикольно. Побриться что ли сегодня? У меня тоже такое бывает. Волос на лице дохуя становится. На воришке хватит, как сбрею все. Хотя не сбривай. Впереди зима. Впереди зима. Тебе с бородой теплее будет. Да чилит чесаться начинает, ахах. Воу, чё? Что это было? Какая-то лорная хуйня случилась. Они вдруг напали на меня. Я как-то пробовал себе усы аристократа сделать с колечками, заебешься их завивать и фиксировать, ахах. Да. Ну не то чтобы у меня были такие, но были близко такие. Но выглядит капец забавно. Да, очень. Аристократ. Вау, что это? Что это было? Мне в барбершопе один знакомый сделал, я походил, понял, что они разваливаются, ач быстро и забил. Да, блин. Я бы вернулся. Да, блин. Что-то они уже ломаются. Сделай что-нибудь.
их надо лаком прям до состояния сосульки фиксировать. Но я, конечно, до такого не доводил. Блин, как же это неприятно, походу. Это так заебно. Иначе не заливается. Прям как этот Слава Грис. Уро или Сальвадор Дали. Да. Так, вот здесь, пожалуй. Ну, может, у меня усы не той системы Хсани, у меня жесткие довольно после армии стали. А как это? А, блядь, не подняться, что ли? Так, понимать, надо понимать. Ну, в армии ты бреешься чуть ли не каждый день, от этого щетина жище становится. А, ну да. У меня тоже, по сути. У меня очень колючая щетина получается. Если я не трогать, всю жизнь она детская, мягкая будет. Так, я вас понял. План: пойду поработаю хоть часа 4. Давай. Я сегодня вообще не работал. Максимально хуй положил. Что-то вообще неохота. D'un enfant sur le banc, Paris de la Simanette, Донни Пуан, Саделория. Не унывай, мой друг Пилигрим, подними взор и пой, о страхе забудь, если ты Пилигрим, ведь вера лучший выбор твой. Эй, привет, ну разве эти поля не прекрасны? А над нами изобильные маховые степи, где любой пилигрим может наесться до отвала. Эти знойные поля воистину чудо, но в их высокой траве рыщут охотники. Играя на своем инструменте, ты лишь привлечешь их внимание. Что ж, тем лучше, пусть они меня слышат, ибо там, где собирается большая компания, звучат великие песни. Эта несчастная странница совсем пала духом. Когда я впервые обратилась к ней, ее голос был настолько сиплым, что я едва расслышала его. Но не стоит волноваться, моя песня увидит ее из этого уныния. Подпевайте мне, алая дева. Давайте вместе подбодрим нашу попутчицу-пилигримку.
Сестрица усталая, довольно страдать. Мы будем петь, а ты подпевать. Вместе ведь легче превозмогать. Faridula si manette, doni poids d'avolinette, pina sans mi manette, d'un enfant sur le or à 20 ans. Faridula si manette, doni poids d'avolinette, pina sans mi manicette, d'un enfant sur le banc. Faridula si manette. Да. Там какая-то жесткая тварь пытается ворваться. $169. Мало. Блять, каждый раз надо платить, чтобы войти туда. Вообще пиздец. Ого. Ничего себе. Мрачная топь. Так, и где это мы? Ну, мрачной топи, понятное дело. 80. Ну давай, ладно. Четкий. Да блять. Ну ладно. Блин, чё так прикольно-то? Костяной свиток. А, смотри-ка, по паутину.
это ей хорошо. Чего? Интересное существо. На полпути к дому. Таверна. Добро пожаловать, путницы. Желаете выпить, отдохнуть и может всего сразу. Приветствую вас, добрый жук. Тепло вашего очага и истинное спасение в этих сырых краях. Да, это так. Пойдем тут весьма сырой. Раньше одни пилигримы ко мне забредали, но времена нынче странные. И вы даже не самый диковинный жук, что бродит по здешним краям. Один старый вояка недавно тут буянил, знатную потасовку учинил. А теперь юная дева комнату на верхнем этаже сняла. Та барышня обмолвила, что ищет кого-нибудь шустрого и смышленого, на вроде вас. Может, поднимитесь к ней, коли еще там не были. Не желаете ли промочить горло, путница? Мой нектар так крепок, что мигом согреет ваш панцирь даже в этих промозглых землях. Ну, давай. Окей. Теперь лишь самые выносливые пилигримы добираются до моего порога. Проклятие Фарлума забирают остальных. Бедняги обречены теперь на вечное скитание. Порой я задумываюсь, что движет ими. Отголоски ли их угасшего разума или нечто совершенно иное. Кто? О, какой приятный сюрприз для Ты взрослая, да? Совсем готова охотиться? Да, финистра. Разумеется, юная особа, я уже давно не ребенок. Замечательно. Тогда у есть просьба. Разыщи для нее всех дивных жуков Фарлума, коих легион, и срази их. Срази своим клинком, своим зрелым духом, своим бесстрашным взрослым сердцем. Ну что, поможешь? Ну, возьмешь ее свиток и запишешь в нем, что узнал, когда сразила из них. Жуки Фарлума. Ой, ман, ну так рада, что ты согласился. Отыщи всех обитателей здешних земель и напиши про них в этом свитке. Журнал охоты. Побеждать врагу, чтобы добавлять записи в них в журнал. Изучение обитателей своей земли — стоящее занятие. Возможно, ты взрослее, чем думаешь, ну. Вот такой чудесной похвалы, сейчас сожмется в комочек. Что ж, тогда иди, выслеживай и охоться, чтобы мы могли начать учиться. 100 жуков просто убить надо? Или именно разных видов? Наверное, разные виды. Пон. Хорошо. Ничего себе, блядь. Привет, Чунай. Это было круто. Так, смастерим еще этих.
бумерангов. О! Капкан. А, ну у меня есть. Кстати. Прикольно. Стукнулась. Взрывоопасные кремнежуки. В костяке пробудились кремнежуки, самоцветы, что взрывают в их брюшках, дают чистое тепло и никогда не остывают. Если добудешь эти сокровища, получишь щедрый награду. Окей. Спасительный мост. Дарение. Я слышал, как в лагере шепотом рассказывают жуткие истории о пилигримах, сведенных с ума с тяготами восхождения, что вопят и отбрасываются со своих товарищей. Да, ты была там, скажи, есть ли крупица правды в этих словах? Истории, которые вы слышали, правдивы, сударь. На этих тропах и пилигримы, и звери теряют рассудок, охваченные слепой яростью из-за проклятой нити, источник которой мне еще не предстоит отыскать. Ах, вот значит как. Похоже, на тропе нельзя будет доверять ни одной живой душе. Угроза смерти уже сама по себе внушает страх, но одиночество такого путешествия кажется почти невыносимым. Что ж, видать, это еще одно испытание нашей преданности. А, нифига, она тут. О, здорово. Этот форпост, что построили для себя шаркающие жуки и пилигримы Дандакку. Где вооружение, смотровые вышки. Впервые вижу столь плохо защищенный лагерь. Кажется, здешние пилигримы не промышляют о войне от Шакра. Полагаю, большинство из них направляются к цитадели вскоре после прибытия. Если они останутся здесь столь же беспечными, то найдут лишь погибель в суровых землях Фарлума. Сейчас у меня нет новых товаров на продажу. О, дитя, носящее иглу. Быть может, если мы еще встретимся в лежащих тропах впереди, у меня найдутся новые изделия. Окей.
А, погоди. Не тут. Чё? А, я реально охочусь? Ничего себе. А, нихуя! Орел Кронос прошел. Привет, нет еще. Но буду проходить. Самоцветный камень. Ничего себе. Вот это да. Так. Что-то с ними творится, конечно. Непонятное. Ох, ёбаный рот.
Он, надеюсь, умирает? Наконец-то убил. Ублюдок. Мерзкий. Так, окей. Чуть-чуть осталось. Ой, бля. Блин, столько всего пропустил, охуеть. О, мост. Это чел реально что-то строит все время. Так. Так, наверное, будет лучше. Если я посюда пойду. Повышение уровня для Сиборской Якушку с ВЧЛВЛ 12. Опять упал. Пиздец. Сейчас подойду.
Ничего себе. Сегодня полнолуние, оказывается. Луна полная. Эйра! Так. А, вспомнил. Фигурка ткача. Вырезанный из кости идол, изображающий древнего ткача. На его теле начертана молитва. Артефакт из далекого прошлого. Окей. Ха. Твою мать. Что за обязательства связывает вас с этой старой капеллой, сударыня? Она вот-вот рассыплется, и не похоже, что вы тут собирались верующие. Может, так никого не осталось. Все они сбежали, попрятались, но я не покину это место, пока не приведу его в порядок. Видишь ли, все из-за той цитадели наверху. Даже сейчас, когда Фарлум уже давно пребывает в упадке, простые жуки безрассудно преклоняются, и слишком велика она, державное могущество. Состояние этого здания печальный пример для тех, кто осмелится продолжить свой путь. Кто предложит иной путь? Тородано! Погоди-ка.
Ёпта, а где мне искать этих взрывоопасных жуков? Ой. А, ну да. Постой. Где? А где след? Вот как это устроено. Получаешь урон, теряешь след. Прикольно. Только я не помню, зачем мне туда. По-моему, незачем.
Так. Ну ладно. А вдруг, да? В смысле, как ты здесь оказался? Ты же... Чего, блядь? Он же вниз упал. Прикольно. Ха, сука. А, рот ебал. Сука.
Sammene. Paviono.
Ни хера себе. Пиздец, сука. Блять. Ну и дрочь. Боже, какая же дрочь. Блять, какая же, блять, ёбаная, блять. Блять.
Да не. Привет. Привет, Павел Романюк, здорово. Здорово, здорово. Че, играл уже в эту игру? Как дела? Да нормально, хорошо. День рождения сына сегодня было. Ходили в магазин, покупал себе подарок. Нет, первый раз вижу эту игру. Первый раз видишь? Ну, игра довольно-таки сейчас хайповая, популярная. Поздравляю. Спасибо. Что, реально можно вот так вот добывать кости? Ёпта, я Майнкрафт. Ладно. Окей, давай так пойдем. Эйва! Поехали, ёпт. Охереть. Хера себе, крыса здоровенная. Окей. Медальона. Хорошо. Так, тогда надо вот сюда его, наверное. Нормально. Ах ты маленькая крыса. Убитых нами тварей записываем потихоньку в журнал охотника. И это радует.
какой-то бедолага тут спрятался. Карту бы найти, купить. Ой. Славно. Что это было? А. Сразу подхилимся. Так. Там что-то блестит. Молитва рабочего. Да, сможем мы ловить обрывки, никогда не уставая. Да, сможем мы очищать обрывки, никогда не чувствуя голода. Да, сможем мы сматывать обрывки, никогда не сбиваясь. Ничего не понятно, но очень интересно. Прикольная локация. Надо быть аккуратным. Тут, походу, полно ловушек. Тут, сука, каждое племя какую-то ловушку все время делает. Ну ёб твою мать. Короче, там скамейку надо искать где-то. Я хуй знает где, но что-то далековато до того места, где мы сейчас умерли. Реально далеко, слишком далеко.
Ну типа, да ну нахер, чтоб там не было этого. Скамейки. Свиток, в котором подробно описаны запахи и вкусы разных жуков и зверей Фарлума. А, погоди-ка. Вот там наверху что-то есть. Ладно. Почти. Блять. Нихера себе. Опасный чел с ножницами. Кошмар какой-то. Да блять, ты чё, охуел что ли? Ха. Окей. Нихера себе. А, ничего себе. Ёпта, тихо. Oh, Mamido!
Гаро, негодяй, злодей, кто смелся прервать сон доблестного Гармонда, столь ему необходимый. Buenera. Гармонд и Заза. Я не хотела нарушать ваш покой, сударь Жук. Просто проходила мимо этих башен, пытаясь лучше оценить обстановку. Изучаешь поле брани? Достойно для воина занятия. И облик у тебя подстать. Твоя стойка и твой клинок уже сами по себе заявляют, что ты готова к схватке. Брось ты мне, благородному Гармонду, прямой вызов, как я, самый отважный из рыцарей и соображений чести, был бы обязан принять оной. К счастью, в твои намерения, похоже, это не входит. По правде сказать, я еще отдыхаю после предыдущего поединка. Если бы ты вызвал нас на рыцарский бой, тебе бы не посчастливилось узреть меня во всей красе. Будь осторожна, странствуя по всем мрачным землям, огромный крылатый зверь затаился на вышине. В вышине. Он нападает без предупреждения, отнимая жизни у неосторожных путников. Кажется, я видел существо, о котором вы говорите. Возможно, она посчитала меня лакомой добычей, потому преследовала до самых нижних трех маховых пустошей. Что? Гару, зверь был обнаружен. Как только Заз закончит отдых, мы отправимся его выслеживать. Что привело вас в эти проклятые земли, Гармонд? Вы тоже стремитесь попасть вверх цитадели? Именно так, но не путай доблестный искатель приключений с простым пилигримом. Я стремлюсь исполнить священную миссию и разделяю ее с моим верным спутником, дрожайшей Зазой. Мы стремимся туда не ради ее даров. О нет, сестра, мы ищем ее правителей, чтобы потребовать у них ответа. Потребовать силой, коли понадобится. Ради нашей родной деревни, кое мы преданы до последнего. Страшное проклятие той нити погубило наш славный народ. Мы единственные, кто остался, чтобы хранить память о нем и надеяться на возмездие. Пусть ваш поход будет удачным, Гармонд. Если вы надеетесь добиться справедливости для своих погибших товарищей, полагаю, впереди вас ждет еще немало испытаний. Именно так, если придется, мы с Зазой будем биться до последнего ради жуков, чтобы продолжать жить. Что продолжает жить в наших сердцах и ради нашей рыцарской чести. Ну что ж, у нас миссия одинаковая почти. Сука. Ага. Интересно. Чё? Копала жнеца. Yes.
Так, тут где-то должна быть скамейка, по-любому. Так, подождите, где-то тут она должна быть. Надо искать. Вот, что это за место? Ну, видимо, не будет костра. Нихера себе подъебочки.
Так, ладно. Ни хера себе. Они даже это продумали, окей. Прикольно. Бля, да что за хуйня, боже. Пиздец.
Ебать. Просто ебать. Это что было сейчас? Нихуя себе. Снайперский выстрел какой. Это он реально так подгадал или что? Это ебануться просто. Вау. Да, ребята. Вот это боссы пошли. Жесткие. Чё за нахер? А, блядь! А, блядь! Ха-ха, обуз нашел. Ничего себе. А, да? Я могу так наглеть? А, нет, все, уже не могу так наглеть. Ебать. Да, надо было, конечно, понаглее убивать его там, когда он застрял. Ну ёбаный рот. Ну ёбаный рот. Ой, блядь, нихуя себе. Здорово. Что, сестра, огромный зверь бродит по этим землям, нападая на всех и уезжая, словно вздорный тиран. Зад зашел за ним по запаху, теперь я уверен, что мы его почти настигли. Мы так близко, что мои усы уже дрожат от предвкушения. Такой зверь достойная добыча для храбреца, не правда ли? Может, отправимся охотиться на него вместе, что скажешь? А, нет. Желая сражаться в одиночестве, сестра? Ты станешь непобедимой, если рядом с тобой буду я и Заза. Только молви слово, и наше наградатое копье послужит тебе верой и правдой. Не. Это не мой путь.
Это не наш стиль. «400 гигабайт записи без получилось. Только доснял куда же. Сейчас сценарий допишу и все. Будет или новый ролик. Надеюсь, он часа на 1,5 выйдет». Ничего себе. Нормально. Эх, мне бы твое вот это вот. Пиздец. О, какой пиздец. Bloodborne. Жестко. Видосик по Bloodborne я гляну, это интересно. Не знаю, как у тебя, у меня, если просто какая-то идея в голову пришла, я тут же берусь. Нормально. Но у меня тоже идеи всякие приходят, но потом. Если за какой-то промежуток времени не возьмусь, то все. Могу жестко завакиться. Давай, тварь. Блять. Что-то я не понял, как я добился от того, чего добился. Как бы это ни звучало. Ну так, чтобы она застряла там, блин, вот этого я не понял. Вроде бы она полетела дэшем туда, внутрь. Это и послужило.
отсюда. Ах ты, сучара! На, сука!
О, боже. Пилигрим, в этом поселении рада любому, кто идет по священному пути. Здесь ты сможешь расслабить уставший панцирь и восстановить силы, дабы продолжить свое восхождение. А, это лифт. О, ничего себе. Мультик. О. Проклятый звон. Мир твоему дому, Ирene Hello, Пикач 88 Юруру. Привет, Эфрит. Здорово. Давайте. Так. Избавьтесь от шелкового проклятия, поленивший город Звонвиль. Понял. Да. Пускай тут тусуется. Так много колоколов. Чего тебе, рабыня? Рабыня? Я странница, незнакомец, а не рабыня. Ну, рабыня Мина так и скажет, исчезни. Опять мне досаждаешь, я же сказал исчезни. Я лишь хочу спросить, известно ли вам, что случилось с теми жуками над нами? Они висят в огромной ловушке из нитей. Ничего удивительного, такова участь всех обитателей Фарлома, просто те наверху встретили ее чуть раньше. Неужели... Ну как тебе играчка? Я установил, вылезла какая-то ошибка, и я удалил, не стал сидеть с бубном. Нужно купить накопитель и накодить на него 10Q или 11. 11 Windows хороший на самом деле. Исчезли. В Фарломе лишь глупцы считают себя свободными. Хочешь освободить? А то я вижу коварно. После того, как путы будут разорваны, а разрезаны, вернется боль, страх, тоска. Почему ты делаешь этот выбор за них? Почему присваиваешь себе такую власть? Я более не стану тратить слова на рабыню. Исчезни. Сука. Блин, прикиньте себе картину, как... Я бы хотел посмотреть на темнокожего стримера или стримершу, которая играет эту игру и такая: не поняла, блядь. Чё нахуй он сказал? Да. У меня семейка до сих пор стоит, а сносить ее неохота. Вот и хочу новый накопитель для новой системы. Дополнительно типа. Понял.
Панцирный лес. Ух ты, сука! Что мешает купить? Отзывы через расплохие, а очередной с Кингстон не хочу. Смотрю в сторону Western Digital. Синий или черный. А чё, SSD-шник? SSD-шники классные. Они шустрые. Ха. Шустрее, но я один купил, и он даже полгода не отработал. Сейчас, конечно, работает, но непонятно, в какой момент он может отвалиться. Странно. У меня вообще нету. У меня нареканий не было. Работает и работает. Длинная булавка. А, стена у нее так вообще шумит, оказывается.
У меня стоят Toshiba, Samsung, Hitachi, всем по 10 лет и больше. Норм работают. Прикольно. Нихера себе. Да, блин. Конечно. Скамейка мне очень нужна. Жесть. Так, ну кстати, да, я совсем забыл. Утяжеленная булавка с рукоятью, способна пробивать самые крепкие панцири. О, оружие. Йоу. Кстати. Когда владелец получает урон, амулет плачет каплями зеленого эликсира, который превращается в шелк. Давай-ка это лучше. Выживаемость будет жесткая сейчас. I will survive. I will survive. Понял, окей. Ай, блядь, да я не хотел заходить. Ах ты, блядь.
О! О! Нихера ты кто? Червяк. Сизокорень. О, панцирь, белая маска, красный плащ. Жучиха, живой жук. Да, жук, по крайней мере, отчасти. А вот вы нечто совершенно иное. Простите, если мой приход нарушил ваш глубокий сон. Сон? Долгие грезы, но теперь настало пробуждение. Рост. Время рождения приближается. Внемли, жук. Время рождения приближается. Время рождения приближается, пришло время ритуала с полипами. Жучиха, лишь ты остался здесь. Никто больше не вступает сюда, никто. Для ритуала сердце полипов необходимо, принеси их сюда для ритуала. Сердце полипов. А кто такие полипы? Если у вас есть нужные знания, я готов вам помочь. Эти сердца полипов, которые вам нужны, их нужно таскать в лесу? Сердца полипов найти в лесу, да, жук. Ищи пурпурные цветы внутри их сердца. Время рождения приближается, необходимо сердца полипов. Принеси их, жук, и получишь часть силы. Окей. Так, одно сердце полипов я взял. О, наконец-то, здорово. Дитя с иглой, хак. Неподалеку отсюда в центре цепочки колоколов я обнаружил поселение. Жившие там жуки опутаны паутиной из шелка, которая лишила их дара речи. Похоже на коварную ловушку какого-то невиданного хищника. Я поспешно удалилась оттуда, стараясь избегать мерцающих нитей. Я проходил через этот город. Подобный недуг, вызываемый нитями, я уже видела на дорогах, но там он поражал случайных жуков. Проклятие, которое поразило город, направленное и сфокусированное в хладнокровное использование шелка в пугающих масштабах. Если мой маршрут будет проходить поблизости, я поищу его источник. Звонвиль, панцирный лес. Отлично. Ой, бля. Пашонка. Охереть, мне много этих. Блять. Я не то сделал. Я совершенно не то сделал.
Костяная низина. О, нихуя себе. Да. Червоточина. А, нихера себе больно. Ну ладно, они, видимо, бессмертные, то ли что. Не, вряд ли бессмертные. Кошелек куда-то уже. Гандона. Опасная тварь. Наконец-то грохнуло. И так мало дают за него.
Приветствую вас, Шакра. Для меня было приятным сюрпризом услышать ваш зов, эхо которого разносится по этим осыпающимся туннелям, как продвигаются поиски вашей наставницы. Пошонка. Трудно отыскать что-то в этих пещерах, где черви непрерывно прималывают камень. И все же я вижу, что моя наставница здесь была. Однако ее маршрут от чего-то очень извилист. Любопытно, в чем состоял ее замысел. Но сейчас это не имеет значения. Она может просветить меня, когда мы встретимся. До тех пор я буду неуклонно идти по ее следам. Есть свидетельство того, что пилигримы когда-то путешествовали даже по этим осыпающимся тропам. Ныне здесь обретаются лишь ненасытные черви. Ты приобрела последнюю из карт. Плати. Ах ты, блядь. Ладно. Ай, блин. Понял, где я. Ну охереть.
Звонвиль. Блин, а мрачный топик как карту найти? Ха, здесь лежит. А труп его должен быть не здесь. Пришла немного отдохнуть, взрослая тетя. Тогда покажи, ну, наш журнал, и не торопится узнать, кого ты уже сразила. Ой, ма, какое хорошее начало. Ты описал уже много существ, но еще прочее. Про очень много мы пока ничего не знаем. Взрослая тетя, ну, считать тебе нужно быстренько отдохнуть и снова отправиться на охоту. Взрослая тетя. Тетя. Здоровчи, как дела? Вчера нам свет вырубили. Пошел спать. Да нормально. До хера чего открыли. До хера чего сделали. Короче, пипец. Сегодня очень продуктивный день. Так. Вот эта вот карта называется Мрачные топи. Вот тут нам надо что-то сделать. Скорее всего, где-то колокол есть. Его прозвонить надо. Да, я вот сюда не заходил. А, погоди-ка. Тут нитки есть. Копела жнеца.
Охуеть. Четко. Ножниц. О, нихера. Связь со знаком Жнец. Атакуйте мощными дуговыми ударами и собирайте дополнительный шелк с поверженных врагов. Для смены знака откройте экран. Ага. Жнец. Новое оружие. Так это полый рыцарь. Почти. Так, а что еще есть у нас? Ага, обычно. А, нет. Это что-то новенькое. Вот такой вот город есть, проклятый еще. А, ну да. Посмотрим, что тут у нас есть. Так, тут у нас есть такая тема. Это в Стиме, это для игр, это не то, что прям много, не то нормально. Это где-то 2000 рублей. Сколько вчера выпил? Ну, нормально. А? А то папа работает, поэтому да, типа поэтому есть деньги. Для игр. Нормально. Ну не так, как бы это сказать раньше, что намного лучше, что ли. Раньше же я тупо засыпал, все такое. Сейчас без этого. Нет, так не годится. Мне нужно понимать, где я нахожусь, иначе труба.
Лучше с этим похожу. Похер. Ну тот дуговой прикольный на самом деле. Так. Ай, блядь, ну куда я? А, ну хотя. Там сейванусь, наверное. Что-то еще не играл в эту игру? Плюмбом. Да, блин. Ух, нихера себе. Турели, блин. А, всех блох нашел, нифига. Круто. Можно пойти сдавать миссию. Так. Шестая. Под защитой. Соберите 4 облока. Да, блин. Да, блин, да что ты будешь делать? Ладно, иди нахуй. Так, отлично.
Yes. Круто. Ха. Любопытное место. Нихера. Ха. Прикольная тварь. Ага, понял. Понял, не дурак. Так. Повышение уровня для Бламбанда Пчелика UVL 6, Юсор место Пчелика UVL 8. Четкий. Четкий, четкий. Сука. А нахуя я спустился так? Вот это ебанатство. Я должен был сесть. Я перепутал лифты, прикинь. Блять, я лифты перепутал. Сука. Так, ладно. Но в принципе теперь я могу сюда пойти. Так. Да.
Ага. Окей, пошли наверх. Тут что, какой-то босс-файт сейчас будет? Музыка затихает. Что-то намечается. Сестра Лучина. Санта Лучия. Боже, ну и твари. Блять, что за тупизна ебаная. Они просто по 2 хп сносят. У меня ноготь болит. А, и еще и Вован тоже уровень получил, как.
Ебать. Это интересно. Блять. Ясно, блять. Я хотел стиком поуправлять, потому что у меня ноготь скоро отвалится от нажатия на крестовину. Но видимо, да. Просто нет объяснения этому говну. Что сейчас произошло? Технично сработано. На мана.
Видали, как я его, вообще, это сестру лучию. Columbia Pictures не представляет. Да, блядь. Блять. Да ёбаный рот. Сука. Уз, 30 страниц сценария закончены. Нихуя. Ну ты даешь. Силен, силен. Скорее видос часа на 1,5, да, где-то? Или на 2. А хотя уже он еще не смонтирован. Не знаю еще. Да. Ну, скорее всего. О, новая способность. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Дочь далекой земли. Мы, оставшиеся, так долго ждали. Свяжи же нашу силу со своей, верни будущее нашему измученному королевству. Шестый. Цепкий захват. Наконец-то цепляется за стены. Ура, блин.
же это охуенно. Разрабы, конечно, чудики, это же жуки, они по умолчанию все по стенам лазить умеют, лал. Но... Ты стоп, больной! Они зазуки, блядь! Да. Блядь. Ну давай пойдем в эту сторону. О. Бусинки, 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 бусинки. А, ну... Вот это я, конечно. Пойду на скамейку. Ударился о стену. Так, охереть. Сейчас столько открытых возможностей у меня в бассе. Можно Звонвиль пойти обратно. Вот там. Поделать всякого. Но лучше я пойду, да, на Звонвиль там поверху. Здоровенный какой. А, это шипы, ёб твою мать.
Охереть, у них прочный этот шлем, конечно. Из какого-то. Ай, дерьмо. А? Ну, и что тут было? Да мать вашу. Чё так тупо умер-то? Сейчас мне, короче, нужно возвращаться везде и обратно. И смотреть, что кого. Сейчас столько секретов можно будет раскрыть. Блин, и теперь они все ожили, да? Даже это здоровье. Это опасно, потому что... О, да ладно. Ай, тварь.
А, ты смотри. Вот он. Ох, они соединятся, союз на твоей нити. Дар для твоего пробуждения. Мир на нитях услужения. Существо твоей когти направляет эти проклятые нити, но не ты их источник. Какова твоя роль во всей этой гнусной напасти? О, она здесь, редкое создание. Драгоценное дитя черва и ткача. Потомок тех, кто осмелился сбежать. Она нашла путь домой. Все-таки. Как же прекрасен ее панцирь. И шелк, и коготь. Для тебя, мать, позволь мне забрать ее всю для тебя. Давай. Она там еще какую-то херню творит, блин, пока я умираю. Там еще до хера паутины. Ну, жесть. Немного перепутал. Да блять! Что-то я не понял. А там как уворачиваться? Я вот, блядь, не понимаю нас. А что делать-то, когда она эту хуйню делает с массивными колоколами? Там что делать вообще? Зависнуть в воздухе надо, что ли? Вот, как будто бы.
Да я вот не понимаю этой хуйни. Ну, просто зависнуть в воздухе, как будто бы нужно. А в то же время как будто бы не так. А, блядь, я еблан. Надо было на стену лезть. На стену лезть надо. На стену лезть. Вторая фаза. Блять. Ебать. Вторая фаза. Ну ладно. Хорошо. Блять. Ой, да ну нахуй, а! Он по-разному действует вообще. Блин, как интересно яишко у этих боссов прописано. Очень любопытно. Прикольно так. Действуют по-разному. Очень интересным образом. Блять.
тварь. Но я нашел охуенную камбу, которая прям очень много уронов наносит. Это вот удар с рывка и на месте еще раз много раз бьешь. Ну, быстро начинает бить, оказывается. Прикольно. Блять. Ну, блять. Да блять! Колокола ебаные, просто что? Всего себя. Не буду лукавить, смурфики. Плохие парни хотят уничтожить все добро в мире. И они могут, но мы этого не допустим. Потому что мы можем все. Посмотри-ка. Мне сын отправил это видео каким-то образом. Посмотри. Мы сможем все. Подбадривающее видео отправил. Yeah!
Блять. Повышение уровня безопасности DLC. Блять. Классно. Четко. Фанатичка. Победите вдову. Найс. Че. Я ничего не делал. Чей-то я апнул ЛВ до 5-го. Грац. Потому что смотришь. Удерживайте наигрывание древних мелодий на вытянутой вдоль иглы шелковой нити, расходует шелк. Бейте врагов, чтобы пополнить его запас. Чего? О. Какие-то головастики тусуются. А, это паучиш. Музыкальная группа. О как. А как это без рук? Ее свет вечно. Наша песень поддерживает.
Жестко. О, это круто. Так. Ничего, все в норме? О. Привет и добро пожаловать, о усталая пилигримка. Может, славный звон вели сияет белым великолепием. А, и не сияет былым великолепием. Он остается самым близким к цитадели привалом, где можно рассчитывать на дружеский прием. Павла. Мне же, скромному Паву, поручено оказывать самый радушный прием таким благочестивым путникам, как вы. Ваш город, похоже, вновь ожил в прежней жизни, добрый жук. Я беспокоилась, что, освободив вас, найду тут лишь пустые панцири. Что ж, да, большинству нашим жителям не поздоровилось, и все же не стоит предаваться мрачным размышлениям. Мы будем отстраиваться, расти и встречать гостей, как и полагается добропорядочным колокольным обитателям. Что ты помнишь о том времени, что провел в плену Нити, Паву? Ну, тяжело это. Даже думать о том сейчас неприятно. Странные грустные воспоминания, причем не мои, и мои собственные мысли, тоже застрявшие в этом клубке. Для того, кто хотел оказаться частью чего-то большего, это проклятие могло бы стать благословением. Мне же оно нынче кажется сущим кошмаром. Окей. Привет, сударыня-лавочница. Похоже, вы вполне оправились от шелковой напасти. Что ж, я жучиха не глупая. Когда на нас обрушилась эта странная нить сверху, я закрыла все наглухо и укрылась в своем звонком доме. Может, другим здешним обитателям и пришлось несладко, но в моей лавке было полно припасов, так что я не боялся остаться без еды. Да, ваша предусмотрительность оказалась весьма кстати. Хотя на полках вашей лавки сейчас как-то пустовато. Ну да, должна признать, ждать пришлось дольше, чем я предполагала. А жуки не святым духом питаются. Когда мой курьер вернется, я смогу предложить вам больше товаров, без сомнения. Он обходит Злонвиль стороной с тех пор, как на нас спало проклятие. Ага, понял. Курьер. Серебряный колокольчик. Так, мой славный крошка-курьер пропал где-то в панцирном лесу, где кто-нибудь найдите типа и верните домой со всем его драгоценным добром. Крейг на полпути к дому. Эти треклятые кары-жуки всю крышу мне изгадили. Я придумал хитрый план, как их отвадить. Да, одному мне не справиться. Если считаешь, что сладишь с ними, заходи на полпути к дому. Блин, охуенно. Как же это охуенно. Сейчас мне придется... Так. Хорошо, давайте-ка для начала пойдем к этим, к бложкам.
Ну, жизнь тут тусовка. Смотрите, смотрите, столько блох уже присоединилось к каравану. Это просто чудо. Даже не знаю, как нам отблагодарить вас за то, что вы поспособствовали выполнению нашего скромного желания. Ура! Потерявшиеся блохи. Желание исполнено. Нам нужно еще очень многих отыскать. Да и отдых наш затянулся. Каравану пора начинать путь наверх. Ах да, незнакомка, я так невнимательно. Ранее я представился сам, а вашего имени так и не спросил. Покорно прошу меня простить. Скажите, пожалуйста, как нам следует вас величать? Можете звать меня Хорнет, блошиный предводитель. Знаете, что я, как и вы, рада видеть всех этих блох под защитой вашего каравана. Путешествовать по этим землям в одиночку слишком опасно. Мне предстоит еще долгий путь. Если я встречу на нем и других блох, непременно помогу им всем, чем только смогу. О, Вавенда, то есть замечательно. Мне крайне отрадно это слышать. Дорогая подруга, сударыня Хорнет, наш караван должен следовать дальше, к обширным маховым пустошам наверху. Не желаете ли отправиться вместе с нами в качестве почетной гости? Отправиться в путешествие с блошиным караваном? Да. Прекрасно, прекрасно. Приступим же к приготовлениям, чтобы выступить в дорогу как можно скорее. Поднимайтесь, блохи, караван снова отправляется в путь. Прикол. А как это? Долг был путь сюда, но мы не потеряли ни единой блохи. Мне говорили, что брать с собой дорогу гостя хорошая примета. Так что мы должны благодарить за это вас. Повышение уровня для сорной места человека увидел 9. У вас повышение уровня. Вы провели столько времени в компании наших славных малышей. О да, они, несомненно, весьма энергичные попутчики. Мне часто доводилось общаться со столь жизнерадостными созданиями. Казак-Каца. Чудесно. Вам стоит поскорее навестить Грискина. Вон он. Сидит у бурлящего котла. После долгой дороги мы вкушаем бодрящего отвара, дабы воспрянуть духом. Додышно, вы, сударыня Хорнет, верно, добро пожаловать в наш новый лагерь, и дорога позади, это нужно отметить. Нет ничего лучше для поднятия настроения, чем глоток знаменитого блошиного отвара. У меня как раз готова новая партия. Вот он, теплый и пузырящийся. Вы ведь наша подруга, нашедшая заплутавших блошек, верно? Вот, возьмите с собой бутылочку. Да. Он будет согревать вас в странствиях. Я всегда его тут готовлю, так что пейте сколько захотите, возвращайтесь, когда понадобится еще. Блошиный отвар. Ваша бутылка наполнена блошиным. Когда Я Сигма, крутое Сигма, 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 Сигма. Я Сигма, крутое Сигма, 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 Сигма. Я Сигма, крутое Сигма. О, это же вообще... Походу имба. Да, даже хотите укрыться от этого густого серого тумана? Он такой тяжелый и сырой, я переживаю за здоровье юных блошек. А они еще и плещутся в этой грязной воде. Я им кричу, чтоб перестали, но они только хохочут и обливают меня. Совсем никакого уважения. Вот так игра взяла и выдала тебе имбулал. Ну блин, ну звучит как вообще что-то крутое. Большинство жуков инстинктивно подчиняется тем, кто сильнее и увереннее. Говорю твердо. Говорите твердо, иначе ваши слова так и будут оставаться без внимания. Фу, говоря по правде, наставлением маленьких блошек забота нашего предводителя. Я лучше просто отдохну здесь, пока не придет время двигаться дальше. Диковинные твари рыщут по этим сумрачным землям. Я слышу, как они рычат и визжат неподалеку от лагеря. Благоразумнее будет оставаться внутри и вести себя тихо. А, я думал, он торговец. О! А, карты нет этого места. Ну, давайте-ка я отвару этого поставлю.
Ну да, шустрее намного. А, блять, охуеть, это за бабки еще. Бля, ебанись. Я думал, они... Блин, коммерс... Если ты якутский рыцарь, значит это Якутия. Да, можно так сказать. А, у меня... все понял, окей. Привет, Рогвайс. Мрачная топ. Я тянка. У меня... Да. О, пиздюк. Ой, привет. Видать, сон сморил меня, как только я сюда добралась. Воистину, путь пилигрима утомителен, но благодатный отдых уже сам по себе награда. Но разве это не дивное место? Златые... Цитаты великих стримеров. Да. Увидел колокола, и усталость мигом прошла. Ха-ха. В этом поселении пока что безопасно, малютка пилигрим. Почему бы тебе тут не поселиться? Ты достойно проделал этот путь на дороге, что лежат впереди, будут еще опаснее. О, это воистину так, но я буду счастлив пройти любой путь, который будет таить в себе столь же дивные чудеса. Уже скоро я восстановлю силы и вновь отправлюсь в дорогу. Осталось одолеть лишь последний подъем, что лежит за лесом. И тогда мы наконец достигнем цитадели. И кто из нас первым доберется до больших врат? Если это буду я дождусь вас, дабы мы вошли в них вместе. Здоровья! Так, ну... Так... Сейчас сообразим. Так как у нас появилась новая способность, нам надо ее применять везде, где это возможно. С самого начала. Жуткий тиран. Тиран — череп, самый крупный из мерзких костяных хищников костяка, рыщет в пещерах, что нависают над великим путем. Убей этого зверя и избавь нас от опасности. Да изи. Ха-ха. Окей. Так. Значит... О, странница, может, ты становишься поторговать со старой пилигримкой? Мне вот ключ этот сраный нужен. Сраный ключ. Так, где это мы? Паскуда. Ах ты дерьмо поганая. Пошла нахер отсюда. О! Болотная ягода. Прикол. Ай, блядь, куда я упал? О, пиздец.
Надеюсь, я смогу обратно подняться. А, ну да. А, ну нет. Двери нет, поэтому не смогу подняться. Так, погоди-ка, а тут внизу что? Так, тут нормально. Хорошо. И как мне наверх подняться тогда? Там уже все, габелла. Как говорится. Так, подождите-ка. А, хотя... Ладно, давай-ка сначала здесь осмотрюсь. Так. А, я записал на карте, что там видел. Червоточина. Ух ты, блядь. Френ! Там домик какой-то, ничего себе. Так. Здорово. О, приторся. Блять, вот это я обосрался нахуй. Ёбаный рот. Ну ладно. Пойдем так. Повышение уровня для Сигаучуяка УВЛ6. О, поздравляю. А, тут все-таки есть что-то. А, окей. Все. Я больше не переживаю, что тут, оказывается, все уже, там ничего нету. Так, и что это такое? Капелла странника.
Ёб твою мать. Ща бы вяленого мясца или еще ченить мясного пожулькать. Ну ты, конечно. Оп. Это N84 Пончо. Как же хочется стяночку. Как же, блядь, хочется стяночку. Ёб твою мать. Ебать. Понял. Чё я взял? Охереть. Странец. Наносите быстрые и ловкие рубящие удары, используя короткие и точные движения. На Йоленрейле. Крутя. Короткий, да? Снова имбу дали. Молодцы какие, лал. Ну хуй знает, имба не имба, но быстрая штука вроде. Штука вроде быстрая. Ну это прям холлоунайтовская штука. Ну, не знаю. Довольно-таки медленная штука. Ну, не знаю, не знаю. Меня пока обуревает сильно. А, хотя, наверное, у него... Сейчас, подожди. Я понял, в чем его прикол, наверное. Надо связывание использовать, тогда мы узнаем. Так, давай-ка посмотрим, что там у него. Так. О, ну, это радует. Два инструмента сразу можно поставить. И оружие можно... Окей, это реально круто. Так, освежающий напиток, который... Ну вот... Ну давай. Хер с ним, давай. Так. Короче, мне надо снова наверх подняться. Используем для этого нашего. Вот. Через костяк пойдем.
Так, есть варианты. Ну, короче, надо бы сразу это вот сделать, пока это висяком не осталось. Так, ну-ка. Ну, вроде прикольно, не знаю. Нет, скорость реально выше. Но дистанция моя меньше. Я хз, это хорошо или не очень? Как оно мне вообще сослужит? Не уверен. Так, вот тут нам вниз. Вот аккуратненько посюда спустимся. А, блядь, тут все время лифт был. Что, в натуре? Ёбаный рот. Парочку шажков не сделал. Ой, сидянда. Воду пьешь-то? Так, о, я пришел. Ох ты, блин. О, еще секрет. Отлично. Да ты чё, серьезно? Соберите 2 обломка катушки. А, катушка типа... Понял. Катушка типа от нити. Понял, понял. Так. Ну, давайте по меткам пройдемся. Эти метки любезно поставил я сам, чтобы потом пойти туда с этими новыми способностями. Оп. Так, отлично. Вот он последний, этот ублюдок. Так.
Фрэнк! Маленький который... О, медальон. Еще. Что-то написано. В воздухе, в воде, везде, внутри, в панцире все исковеркано внутренности. Сильнее всего вокруг сердца, пульсирующий ритм. Больны, живы, мертвы. Нет, это гораздо хуже. Глубже нужно смотреть, глубже. Так. Понятно. Теперь можно пойти вниз. Фрэнк! Угу. Так, что тут у нас? Еще один инструмент можно поставить. И 2 медальона. Ну, мне пока это прям нравится. Так что давайте-ка я сюда медальон открою. Так. А, подожди. А там какие закрытые двери были? Блин, такие. Ну да, это оружие намного лучше, чем в том плане, что, ну, это не оружие, а стиль, получается. Удары короткие, да, но... И прыгать по этим херовым теперь намного быстрее. Получается реально имба. Снова имбу взял. Так. Это нитка. Антон, паучья нитка. Нить. Ага, паутина. Ха-ха! Что это за прикол? Примполо Здрасте, здрасте, Касато. добро пожаловать, миледи. Я безмерно рад, что вы нас тут нашли. Вижу, вы одарены крепкими лапами и острым зрением. Лодди. Любите ли вы развлекаться? Не желаете ли проявить свою меткость? Мы будем весьма
польщены, если вы согласитесь сыграть с нами одну небольшую игру. Всего-навсего небольшое испытание навыков. Мне нет нужды испытывать свои навыки, сударь, как и нет у меня времени на легкомысленные забавы. О, вы не пожалеете, уж поверьте, если сумеете справиться с нашим испытанием, вас ждет сюрприз. Приз? Что ж, если вы предлагаете приз, это все меняет. Я готов пройти любое испытание, если награда будет достойной. Каковы правила вашей игры? Чрезвычайно простые, миледи. Я представляю вам булавки для метания, а мой помощник мишень. Попадите в нее 15 раз и получите красивый приз. Ну давай. Окей, пора играть. Возьмите эти булавки и бросайте их в мишень, когда она появится. Если сможете поразить ее 15 раз, приз будет ваш. Кажется, я забыл вам сказать, что пересекать эти отметки нельзя. Это правило игры, мы тут все соблюдаем правила, верно? Из-за ваших действий мы вынуждены вас дисквалифицировать, но мы вовсе не питаем к вам недобрых чувств, миледи. Подойдите сюда, и мы сможем немедленно начать новый раунд. Ха-ха, Ренкаментис Фарадалья. Ты что, прикалываешься? Опять заберешь у меня? Ладно. Вавума! Bilan! Oh! Оу, ну нихера себе. Ну ладно, это реально сделать. Сейчас, подождите. 15 раз. Блин, все бабки сейчас проебу. Вавума! Блин. Блин, вот это вот последнее, походу. Сколько там оставалось? Ренкаментис Фарадалья. Нера, Примпало Кассатто. Вавума! Блять. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nera, Primпало Кассатто. Бля, как же я пиздарно Ренкаментис Фарадалья. Nera, Primпало Кассатто. Вавума! 4, 5. Bilan! 6, 7. Блять. Примпало Кассатто. Ха-ха, Ренкаментис Фарадалья. Это жестко. Nera, Примпало Кассатто. Вавума! Блять! 2, 3, 4, 5, 6. Nera, Примпало Кассатто. Ха-ха, Ренкаментис Фарадалья. Бафума. Nera, Примпало Кассатто. Вообще жестко. Вавума! Бафума.
14. Свершилось, меня Дио поразилась в цель 15 раз. Великолепная победа. Но какой ценой? Надеюсь, вам понравилось чуток веселья. И даже в трудные времена даже целее, согласитесь. Я всегда считал, что подобные игры лучше приберечь для мирных времен, но, возможно, в ваших словах все же есть истина. И раз уж прошла испытание, не было соблаговолите ли вы передать мне честно заработанный приз? Ну конечно, вижу, у вас уже имеется собственный мешочек для инструментов, наверняка полный всяких штуковин и финтифлюшек. Я пришью к нему еще один карман, дабы вы могли носить с собой гораздо больше инструментов и осколков. Хороший приз, согласитесь? О, ну да, в принципе, хорошо, окей, ладно. В принципе, оно того стоило. Чисто тамадо на свадьбе. Ну, блин. О, этот чел съебался. Прямая булавка. А ты типа в конкурсе выиграл бутылку водки. Да не, нормально. Сумку дали. О, ничего себе. Все так прячутся. На самом деле это не маска, это же череп. Кого-то слышали, и череп. Прячутся. Блядь, это что за хуйня? Ай, да ну нахуй. Реально? Так, подождите-ка. Конечно, все замечательно, но... О, окей. Оу. Где? Алмаз-то. Какой алмаз?
Будда. Будда. Нет. Будда. Нет, шунти. Да, шунти отдал. В сумке, да. Внизу, да. В сундуке, да. Круглый, который, да. Зомби, да. Черный, да. А, вот это да. Вот. А, вот и дверь. Окей. Надо бы эти метки убрать. Да ёб твою мать, ну куда ты дэшнулась-то? Так. Папа. А что на это? Так, сейчас. Где? Будда. Это у нас задание было. Там 3 огненных жуков надо было убить. Из них вот этот самоцветный камень падал. Сейчас его сдадим и получим награду. Только чтобы сделать это, мне надо туда как-то добраться. Нет, добраться доберемся просто. Да ё-моё. Это место такое великолепное. Что за поебистика, блядь?
Я хотел зелье выпить. В итоге эту хуйню сотворил, блин. Ай, иди нахуй, а, бля, пиздец. Ой, иди нахуй. Надо было много раз ударить. Капец, он живучий. Ну, видишь, какой он большой? Большой и острый осколок кости, найденный на теле побежденного тирана черепа. Найс. Можно пойти сдать квесты. Пойдем. Повышение уровня для сорный мистек сводч LVL 10, Альфред Сигаучелек LVL 7. Повышением ранга. Класс. Так, ну... Погнали. Кого? Этого, да? Ну да.
было дело. Но теперь он мой. Этот... Мой питомец. Катает меня. Медальон. Тяжелые четкие ожерелья. Ничего себе. 220. Так. Вот, купили ключ. Что ж, оказывается, продала тебе свои последние запасы. Пожалуй, у меня больше нет причин тут торчать. Вскоре отправились наверх, в Великую Цитадель. Уверен, благодаря святой силе бусин, путь мой не будет тяжек. Окей. А? Ключ. Ну там где-то дверь была закрыта, я помню. Туда отправимся, используем его. Так, ну сейчас я... Давай. Так. Давайте пойдем. Угу. Ну сразу можно туда сходить. Кстати, а что у нас, какие задания вообще есть? Что-то их многовато. Мой пропавший курьер, на полпути к дому, ритуал, заполнить, соберите колокольчики в туннелях звонких дебрей над и под Звонвилем.
Friend! Да, сука. Так, хорошо. Rama. Samene. Самими. Rama. Так. Что есть самое дорогое? Это амулет. Совершенные инструменты голыми лапами не создать. Так, окей. Набор умельца. Рама. Это был справедливый обмен. Остренький жук. Но нас зовет работа. Возвращайся, если понадобится наше умение. Урва. Так, что это? Урон инструментов повышен. Нихуя. Теперь его 4. А что значит? Погоди-ка. Я буду еще быстрее бить или чоу? А вот урон от этих вот было бы вообще охуенно. Они очень четкие. Вот эти вот ножички. Так. А что тут внизу происходит? Интересно. А, о! Ключ. Нихуя ты здоровый, блядь.
заебись. Разъебан. Ёбаный рот. О, кремниевая пластина. Чешо. Точильная пластина из ограненного и полированного самоцветного кремния. Временно накаляет лезвие. О, да ладно, воспламеняя ее при каждом ударе, увеличивая ее смертность. О, вот это реально имба. Имба на имбе просто. Очередная имба. Да, очередная имба. Понял. Окей. Так. Ну тут я, пожалуй, пойду. Иди нахуй. Вот сюда вниз. Охуеть. Ёбаный зеленый гной, блин, нахуй. Пиздец. Охуеть, он живучий еще.
Ай, иди нахуй. Ай, бля. О, пиздец там нахуй. Лока, конечно, прям мое почтение, блядь. Да блять! Иди нахуй, а. Ебал, дремал просто пиздец. Все просто на самом деле, но блять. Но блять. Нихуя он скачет, блядь. Блядь. Уйди нахуй.
Блядь, чудовищно. Ну тут как будто бы мне надо идти вообще в ту сторону. Ничего себе. Ништяки там, оказывается, есть. Я радушно приму тебя, скитальцы, даже помогу, если это в моих силах, только не задержится тут слишком долго. Ага, окей. Так. Тут... Ой, тут гарпун нужен. Бабы сохраняет давно. Посиди пока. Там как-то. Да, бля. Так, ладно.
Вот это было сейчас охуительно классно. Сколько я там проебал бусин? 200 тысяч нахуй или типа того, блядь. Ёбаный рот этого, блядь, ебаного казино. Пиздец. Ебал рот просто. Ублюдок ёбаный. Блять. Твою нахуй. Ты чё, ёбанутый? Понимаю. На, иди нахуй, блядь, ёбаный сукорот. Блядь, а как я тут вообще оказался? Что, блядь?
Ой, бля. Ой, дурак ебаный, блядь. Да, давай, блядь, на нем нахуй подохнем. Ну серьезно, блядь. Ёбаный рот. Ну пиздец. Ай, ну что такое? Вау! Это было вообще пиздец. Охуеть. О, господи. О, чудо. Это просто чудо какое-то. Блять, там вообще чудовище какое-то. Вставай, блядь. Беги. Никто тут будет. Ебать. То есть возьми, пройди вот эту вот типа лайтовую версию Пути боли и сразись с рогатым, с жуком оленем. Я правильно понимаю, да? Это путь воина. Это пиздец. Это путь воина. Это маразм, ебать. Это пиздец. Фрэнк! Да. Это жестко. Ёбаный рот. Так. Давай, шлюха. В первой игре были эти полеты сквозь колючки.
Да, было такое. Ну... Фрэнк! Ёбаный. Блять, что нахуй? О, у нее только что хп сбросилось, да, наверное? Это просто пиздец, нахуй, я не знаю. Так. Давай я это возьму, я хуй знает. Хотя нет, блядь, давай бумерангом буду пользоваться. Он был охуенным, по-моему, всегда просто. Блять. Ёбаный рот.
Долбоёб! Почему у меня в голове какая-то хуйня творится? Почему я, блядь... Почему у меня в голове идея появилась ударить поток воздуха? Блядь, я ебанат или как вообще? Пиздец, что со мной не так, нахуй? Держи по ебалу воздух ебаный. Хуй знает. Блять, ну это просто, блять, я не понимаю. Вот пиздец. Я... Блять, охуеть просто.
Ебануться. Ну это просто охуеть. А сколько у меня? 98. Мало. 98. Давайте думать, блядь, подсказывайте. Чё вы мозги ебете? Подскажите, как, блядь, сделать это по красоте-то, ёб твою мать. Блядь, пиздец. Лоу, никого нет. Только один чел спит. Вернулись, диковина у нас получилось паломничество. Что за путь такой, что петляет и возвращает к началу? Но раз уж вы здесь, воспользуйтесь возможностью. Святая нож, помогающая. Бьешь ли ты сам, не бьет тебя, ты все остаешься на месте. Вот медальон на память надо купить. Сердечно приветствую вас, Шакра. Так приятно встретить вас среди мрачной сырости этих пещер. А ты все так же чутка, о дитя, несящее иглу, носящее. Прими мое неизменное почтение, все же будь осторожна, неподалеку гнездится множество свирепых жуков. За этой пещерой есть озеро с возвышением, на котором гнездится потрепанная стая. Те, кто в ней, отлично летают, что делают их весьма опасными. Следы их булавок останутся на моем панцире навсегда. Если ищешь более безопасный путь, вернись назад в сердце этих земель. 2 булавок ёбаных не хватает. Ёбаный рот. Пиздец. Ну, слава богу. Ты приобрела последнюю из карт, что мне были. Постарайся выжить в своих странствиях, тогда последующие. Окей. Ох, ебать, я там дохуя чего не нашел. Ладно. Будем заканчивать. Сегодня прям жестко прошли много. Прям очень хорошо. Жестко. Ну что ж, завтра, может, продолжим. ББ Сити Чель. Да, бэбысики.
Все, всем спасибо, кто был. Спасибо за общение, ребят. Увидимся. Когда увидимся? Скорее всего, завтра. Постараюсь завтра пораньше завести. Все. Ну, приятных снов. Взаимно. Всем пока. Пикач 88 ПМ.